4 марта 2026 года государственный регулятор атомной отрасли США National Regulatory Commission (NRC) выдал компании TerraPower комбинированную лицензию на строительство опытно-демонстрационного реактора «Натриум-реактор» на месте выведенной из эксплуатации угольной электростанции в городе Кеммерер, штат Вайоминг. Название реактора вполне говорящее. Это проект реактора на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем по международной классификации, относящейся к Generation 4, четвертому поколению реакторов. Разделение на поколения, конечно, достаточно условное, но если крупными мазками, то, пожалуй, вот так. Первое поколение – это уран-графитовые реакторы, цель создания которых в США, в СССР, в Англии, во Франции, в Китае была исключительно военной. На них шла наработка оружейного плутония. Любовь к эвфемизмам, кстати, тоже была повсеместной. Такие реакторы зачастую называли промышленными или использовали аббревиатуру УГР – уран-графитовые реакторы. С ними все было очень быстро, просто и бескомпромиссно. Минимум заботы о безопасности, работа на максимально быстрый результат. Сейчас это кажется чем-то удивительным, но ученые, именно ученые, собравшиеся и собранные в Манхэттенском проекте, работали без роздуху, поскольку были абсолютно убеждены в том, что только американские авральные методы позволят опередить физиков в Германии. Атомная бомба для группы Энрико Ферми и еще 13 нобелевских лауреатов по физике – единственный способ опередить Гитлера. Вот только у военных, контролировавших, финансировавших, решавших организационные вопросы, подобных иллюзий в помине не было. В своей разведке они точно знали, что Вернер Гейзенберг, возглавивший разработки по урану в Третьем рейхе, то ли умышленно, то ли случайно, что называется, завалил эксперименты. После чего рейхсканцелярия кратно снизила объемы финансирования и утратила интерес к этому направлению. На дворовом языке Пентагон развел ученых как детей. Бомба с большой буквы требовалась им для совершенно другой цели. Им очень хотелось добиться мирового господства за счет обладания абсолютным оружием. Советскому Союзу, нашей большой родине, Китайской Народной Республике, пришлось ускоряться с прямо противоположной целью. И Иосиф Сталин, и Мао Цзэдун отлично разбирались в психологии лихих защитников демократии. Остановить эту публику можно было только реальной угрозой встречного удара. Другого языка в Пентагоне и в Белом доме просто не понимали тогда и не понимают сейчас. Ладно, это я немного в сторону ушел. Просто, наблюдая за происходящим сейчас в Иране, в очередной раз убеждаюсь, насколько правы были товарищи Сталин и Мао. Реакторы второго поколения – это такая атомная романтика. Тотальная победа физиков над лириками. Больше реакторов – богу реакторов. Даешь дешевую и надежную энергию. Реакторы с тепловыми и быстрыми нейтронами, с тяжелой водой, с расплавленными металлами и даже с ртутью. Атомщиков, в общем-то, понесло. Кстати, как ни удивительно, но и военные неожиданно внесли вклад в гражданское направление. Водоводяные, или, как говорят на Западе, реакторы с кипящей водой под давлением, разрабатывались совершенно конкретно для атомных подводных лодок, но вернулись на сушу и выросли до статуса главной рабочей лошадки мировой атомной энергетики. Государственные регуляторы выражали свое недовольство тем, что и на втором поколении системами безопасности занимались постольку-поскольку. Но сначала авария на атомной электростанции Три Майл-Айленд в США в 1979 году, а затем Чернобыльская катастрофа 1986 года убедительно доказали правоту регуляторов. Реакторы с разработанными и внедренными системами безопасности, гарантирующие техническую невозможность повторения аварии, это уже поколение номер 3. В начале нулевых последовал сугубо маркетинговый трюк французских атомщиков, громогласно заявивших, что разработанный ими реактор ЭПР-1600 – это уже некое поколение 3+. Минатом России, только-только приходивший в себя после тяжелейших 90-х годов, в рекламу не очень умел. Он просто работал. Это я к тому, что основной, просто вот совсем-совсем новой новинкой месье объявили ловушку расплава, что и было зафиксировано госрегулятором Франции в 2004 году. Трубили трубадуры, лились хвалебные баллады, а с 1999 года в далеком далеке, в китайской провинции Цзэньсу, близ городка Тяньвань, специалисты Росатома возводили 2 блока на базе реактора ВВР-1000 проекта 428, в составе которого ловушка расплава уже наличествовала. В 2007 году началась стройка первого реактора ЭПР-1600 на 3-м блоке атомной электростанции Олкилуота в Финляндии.
И как раз в 2007 году был принят в эксплуатацию блок номер 1 на атомной электростанции Тяньвань. Но это я так, просто припоминаю факты и силу пиара. Мое личное оценочное мнение: реактора поколения 3+, это в чистом виде маркетинговый ход. Но он оказался в чем-то даже полезен, поскольку зафиксировал переход на новый уровень безопасности целого ряда проектов реакторов. ВВР-1000, проект 428, французский ЕПР-1600, реактор проекта ВВР-1200, американский АП-1000, AP-1000, китайский HPR-1000, он же Дракон-1, он же Хвалунг-1, имеют общую черту. Вероятность запроектной аварии составляет 10 в минус 6 степени лет. Одна авария на 1 миллион лет. Это с точки зрения физики. А с точки зрения экономики, многочисленные системы активной и пассивной защиты составляют около 30% сметной стоимости реактора. Заповедь номер 0 атомной энергетики стоит весьма конкретных денег, но в реакторах поколения 3+, самым тщательным образом учтен постфукусимский кодекс безопасности, что послужило одним из серьезных аргументов для борьбы с антиядерной истерией. Результатом чего стало всеобщее уже теперь признание атомной энергетики как одной из основных безуглеродных технологий. А вот теперь есть резон поговорить и о реакторах поколения 4, они же реакторы Generation 4. Сейчас как-то не принято вспоминать о том, что идея о продвижении к новому поколению реакторов началась по инициативе совершенно конкретного человека – Чарльза Боумана, ядерного инженера США, сотрудника Лос-Аламосской национальной лаборатории. Да-да, та самая лаборатория, которая была создана в рамках Манхэттенского проекта. Та самая, которая про ядерное оружие и, соответственно, про безопасность его хранения и обращения с ним. Вот в силу такой профессии Боуман очень отчетливо понимал весь спектр рисков каждого грамма плутония, потому его инициатива, подхваченная коллегами, изначально учитывала необходимость повышения устойчивости гражданской атомной энергетики к распространению ядерного оружия. Не маркетинговая фишка для красоты, а одна из основных составляющих концепции реакторов 4-го поколения. С оружейными атомщиками такое бывает. Два ярчайших примера хорошо известны. Эдвард Теллер, создатель американской ядерной бомбы, он же инициатор разработки проекта исследовательского реактора 3га, десятки которых и сейчас работают в более чем 20 странах мира. Это его вклад в развитие атомного проекта на международном уровне. Трижды Герой социалистического труда, лауреат сталинских премий Андрей Дмитриевич Сахаров. Тут, надеюсь, можно обойтись без комментариев с моей стороны. Чарльз Боуман – еще один ядерщик, пошедший по тому же пути, за что лично я его могу только уважать. Цели разработки реакторов 4-го поколения – повысить устойчивость к распространению ядерного оружия, повысить безопасность и устойчивость к авариям, сделать экономику энергетических атомных реакторов более привлекательной, снизить объемы радиоактивных отходов и обеспечить замыкание ядерного топливного цикла. Список целей оказался настолько логичным и привлекательным, что идея Боумана, высказанная в конце 90-х, была мгновенно подхвачена. И в 2000 году состоялся международный форум по реакторам 4-го поколения – Generation 4 International Forum. Если в новостях от каких-нибудь СМИ она мелькает, это про них, про реакторы 4-го поколения. Участниками первого ГИФ стали США, Франция, Япония, Канада, Южная Корея и Англия. Но очень быстро к нему присоединились Россия, Китай, Южная Африка, Аргентина, Бразилия и еще несколько стран. Начало нулевых – время относительно доброжелательных отношений на международной арене, что во многом способствовало тому, что профессионалы атомной отрасли сумели провести несколько встреч, позволивших им выработать общую позицию. К поколению 4 отнесены не конкретные проекты реакторов, а набор технологий разных базовых направлений. Первый – ВТГР – высокотемпературный газовый реактор. В качестве топлива традиционный оксид урана, но в очень нетрадиционной форме. Международное обозначение 3СО, где 3 – трехслойная защитная оболочка, ИСО – изотропик, то есть изотропное топливо, обладающее одинаковыми свойствами во всех трех направлениях. Температуру с такого топлива должен снимать гелий, задача которого – вывести из активной зоны объем тепла, поднимающий его температуру до 900-1000 градусов Цельсия.
Англоязычное название такого реактора – ВХТР – Very High Temperature Reactor. Второе. БН – быстрый натриевый, или, если развернуть на полную, реактор с быстрым спектром нейтронов с натриевым теплоносителем. СССР, а теперь и Россия – единственная в мире страна, где были построены энергетические реакторы такого типа. БН-350, окончательно установлен в 1999 году, БН-600 и БН-800. Атомщики всех остальных государств дальше исследовательских быстрых натриевых реакторов по разным причинам пока не продвинулись. Не вижу повода стесняться. Само понятие реактора четвертого поколения появилось в начале 2000-х. Год пуска реактора БН-350 – 1973. Остановлен он был не из-за каких-то технических, а из-за сугубо политических причин. Поэтому моя совершенно некорректная просьба. Если в каком-нибудь СМИ, в соцсетях вы прочтете нечто из разряда «Первый в мире реактор четвертого поколения построен в Китае, в Штатах, во Франции», попробуйте найти автора этого фейка и приобнять покрепче и подольше. Международная аббревиатура реакторов такого типа – аббревиатура SFR – Sodium Coolest Fast Reactor. Третье направление – свинцовый быстрый реактор. Корректно – реактор с быстрым спектром нейтронов со свинцовым или свинцово-висмутовым охлаждением. Привычная уже нам аббревиатура «Брест». Официально быстрый реактор естественной безопасности со свинцовым теплоносителем. Я не филолог ни разу, потому мне не понять, как сюда сумели втиснуть эту естественную безопасность. Для меня Брест – Б – быстрый, реактор, СТ со свинцовым теплоносителем. Конечно, тут надо было бы пару слов про интереснейший проект СВБР-100. Вот с удовольствием, но только при наличии вашего интереса, уважаемые зрители и слушатели. Буду рад увидеть их в комментариях. Реактор на расплавах солей. Привычная русская аббревиатура ЖСР – жидкосолевой реактор. Пожалуй, самый необычный тип реактора. Реакторы делятся на две большие группы – гетерогенные и гомогенные, хотя об этом не часто вспоминают. Гетерогенное топливо отдельно, теплоноситель отдельно. В гомогенных реакторах подобных разделений нет от слова вообще. Я рассказывал о самых разных реакторах, о наработчиках плутония и об энергетических с тепловыми и быстрыми нейтронами, и всегда речь шла о топливных стержнях, о воде или жидких металлах, о графите. И все это огромное семейство, весь этот реакторный зоопарк – это гетерогенные реакторы. Тут уж, извините, немножко химии, но не очень сложная. В активной зоне жидкосолевого реактора раствор фторидов урана или тория с фторидами легких металлов – лития и бериллия, либо лития, натрия и калия. Этот раствор одновременно и топливо, и теплоноситель. Они не отделены друг от друга. Отсюда и название – гомогенный. Фториды легких металлов плавятся при относительно низких температурах. Для кипения им необходимо набрать около 1000 градусов Цельсия. И это очень нравится атомным физикам. Жидкосолевые реакторы работают при температурах около 700 градусов. От точки кипения это достаточно далеко, поэтому нет необходимости поднимать давление, как, например, в водоводяных реакторах. И да, это тот самый тип реактора, который может позволить вовлечь в топливный цикл торий. Цепной реакции деления у тория нет, но под действием потока свободных нейтронов он способен образовывать ядра изотопа уран-233. А вот он ведет себя точно так же, как уран-235. Но ценен жидкосолевой реактор не только ториевыми перспективами, а еще и тем, что позволяет дожигать минорные актиниды. Хорошо сказал. Жаль, что ничего не понятно. Сейчас еще раз попробую. В активной зоне реактора любого типа образуется до 2% минорных актинидов, чрезвычайно радиоактивных веществ с огромными периодами полураспада. Нептуний, кюрий и америций – это не просто излучатели относительно безопасных альфа-частиц. В цепочках их распадов образуются и бета, и гамма-излучатели, а в цепочке распада кюрия – изотопы, испускающие даже свободные нейтроны. Период полураспада Нептуния-237 – 2,1 миллиона лет, и все это время он продолжает излучать. Именно для его безопасного захоронения пока не нашли ничего лучше, чем пытаться строить геологические захоронения. Геологические, поскольку речь идет о миллионах лет, на протяжении которых эти убежища, эти захоронения должны оставаться надежно изолированными, поэтому приходится оценивать даже возможное движение тектонических плит.
А это основной предмет изучения геологии как науки. Главная ценность жидкосолевых реакторов, на мой взгляд, то, что только они позволяют под действием потока свободных нейтронов вовлечь минорные актиниды в деление. В результате образуются радиоактивные вещества с периодами полураспада в сотни лет. Ничего приятного, конечно. Но строить инженерное сооружение, рассчитанное на 300-500 лет эксплуатации, мы ведь научились, и научились давным-давно. И мешает распространению технологии жидкосолевых реакторов всего одна маленькая, крохотная деталь. Все они пока что на стадии научно-исследовательских опытно-конструкторских работ. Ну и снова повторюсь, если тема заинтересовала, с вас пару слов в комментариях. Газоохлаждаемый быстрый реактор, он же GFR. Gas Cooled Fast Reactor. Тут из названия, мне кажется, все еще видно. Снова гелий, чтобы работать с температурами от 900 до 1000 градусов Цельсия, но без замедления нейтронов, чтобы можно было использовать МОКС и СНУП топливо, смешанное оксидное уран-плутониевое топливо и смешанное нитридное уран-плутониевое топливо. Сейчас принято называть именно эти два вида топлива главным прорывом на пути к замыканию ядерного топливного цикла. Но с моей точки зрения это преизрядное лукавство. Но подробнее об этом в следующий раз. На всякий случай, в качестве анонса, МОКС и СНУП топлива замыкают ядерный топливный цикл только по энергетическому плутонию. Сверхкритический водяной реактор, он же SCWR – Supercritical Water Cooled Reactor. Намеченный путь эволюции для главной рабочей лошадки атомной индустрии – водоводяного реактора. Слово «сверхкритический» относится к параметрам образующегося пара, как и в котлах любых других тепловых электростанций. Типовые значения температуры воды на входе в активную зону реактора и на выходе из нее у традиционного водоводяного реактора 290 и 318 градусов Цельсия. Это данные МАГАТЭ, усредненные по реакторам западного и советско-российского дизайна. КПД таких реакторов от 32 до 34%. КПД ограничен именно температурой воды на выходе. Как еще раз повторю, у любой другой тепловой электростанции. Воде, в общем-то, глубоко по барабану, за счет чего именно она получает тепло. Ей что кизяк горит, что ядро урана делится. В случае сверхкритического водяного реактора температура на входе-выходе по расчетам от 290-300 градусов на входе, то есть горячее, чем у типовых реакторов. Ну и на выходе речь идет уже о 500, о 625 градусов, в зависимости от той или иной концепции. В результате КПД такого реактора будет 42-45%. И есть расчеты, что его можно довести даже до 50%. Идея очевидна. При одинаковом количестве тепла очень серьезный рост генерируемой электроэнергии. То есть совершенно другая экономика. И все бы с этой идеей хорошо, но она тоже все еще остается концепцией. Нет нигде в мире ни одного реализованного проекта. Везде стадия научно-исследовательских работ, пока даже до научно-исследовательских конструкторских работ дело не дошло. 6 направлений реакторов 4-го поколения речитативом. Реакторы на быстрых нейтронах. Натриевое охлаждение, свинцовое охлаждение, гелевое. Жидкосолевые. Высокотемпературные газоохлаждаемые и водяные со сверхкритикой. Можно и нужно, мне кажется, про каждый из них отдельно, но начинали мы сегодня, напомню, с проекта «Натриевый реактор» от TerraPower, который тоже относится к 4-му поколению. Согласитесь, даже самого решения американцев обратиться к натриевой теме никто особо не ждал. За последние десятилетия мы привыкли, что быстрые натриевые реакторы – это прерогатива России, а вторым эшелоном пошел Китай. А тут вдруг Штаты. Причем заход внезапно очень серьезный. В последние десятилетия государственный регулятор лицензировал атомные электростанции в Соединенных Штатах в 2 этапа. Лицензирование проекта реактора и затем лицензирование строительства блоков на его основе на конкретной площадке. TerraPower внезапно вернулась к старой схеме получения лицензии на конкретный проект на конкретной площадке. Но затем получение отдельной лицензии на эксплуатацию энергоблока. Давайте припомним, как выглядит лицензирование Ростехнадзором с советских времен. Лицензируются проект и площадка. Далее лицензируется загрузка первой партии ядерного топлива. Лицензируется физический пуск и программа энергетического пуска.
блок выводит на 100% мощности буквально пошагово. 0% минимально контролируемый уровень, 10% мощности испытания надежности, 30% мощности испытания надежности. И даже после 100% серия дополнительных проверок, без которых получить лицензию на эксплуатацию невозможно. TerraPower решила вернуться к такой же практике, без лишних эмоций и рекламы, возвращаясь к поэтапной системе допуска, принципиально не отличающейся от подхода, применяемого у нас в России. Различия в деталях, конечно, имеются, но они совершенно не принципиальны, поскольку соблюдается главный принцип – заповедь атомной энергетики номер 0 – безопасность, вне зависимости от страны и технологии конкретного блока. Это вне политики, и это, в общем-то, приятно видеть. Не гонка за как можно более быстрым экономическим результатом, а соблюдение основного принципа. Не знаю, как вы, я вот точно не ожидал, что хоть какая-то из частных американских компаний способна вот на такую тихую революцию. Потому да, несколько пристрастен. Пробила меня TerraPower на симпатию к ней. И еще пару слов о профессиональном уровне команды, собравшейся в этой компании. Предыдущая лицензия на дизайн реактора и на строительную площадку была выдана государственным регулятором Соединенных Штатов совсем недавно, в 2011 году, компанией Westinghouse с ее реактором АП-1000. При этом рассмотрение и изучение заявки шло с 2006 года. Не потому, что в госрегуляторе США бюрократы засели. Были замечания и неудобные вопросы. Разработчикам не единожды приходилось корректировать свой проект. На заявку на традиционный водоводяной реактор поколения 3+, 5 лет. А вот заявка TerraPower была подана в НРС в марте 2024 года, и на получение положительного решения ей потребовалось всего 24 месяца для реактора поколения 4. Это для США явление настолько редкое, что в предыдущий раз оно было никогда. Ни факта заявки на лицензирование реактора поколения 4, ни качество заявки такого уровня, что в госрегуляторе не возникло ни одного вопроса. Да, я уже почти слышу фразы о том, что в деле присутствовала взятка, а у Билла Гейтса денег куры не клюют. Штаты я, конечно, уважаю, но при этом ненавижу это государство настолько, что был бы только рад такому повороту событий. Но не тут-то было. Одним из основателей компании TerraPower в 2008 году вместе с Биллом Гейтсом стал Джон Гиллеланд, инженер и физик-ядерщик с огромным профессиональным опытом. До прихода в TerraPower Гиллеланд занимался термоядерными исследованиями в легендарной General Atomic, участвовал в разработке проекта ИТЕР, международного токамака, строящегося во Франции. Легендарность компании General Atomic – это практически не преувеличение с моей стороны, поскольку именно она в 50-е годы прошлого века по инициативе и под научным руководством Эдварда Теллера разработала и производила исследовательские реакторы Трига. Вот ведь одно другое-то как цепляется. Эдвард Теллер – участник Манхэттенского проекта, который продолжил работать на Пентагон и после закрытия проекта, то есть после успешной проверки технологии атомного оружия в небе над Хиросимой и Нагасаки. Остался он из идейных соображений. Теллер искренне, до глубины души ненавидел Советский Союз и был уверен, раз уж атомной бомбой нашу страну не удалось остановить, и выхода не осталось. Нужно создавать термоядерное оружие. Оно помощнее и пострашнее будет. С термоядерной бомбой у Теллера получилось. Запугать СССР – нет. Но дальше работать на Пентагон смысла уже не было. И вот тогда Теллер вдруг принял решение, что атомные технологии должны стать доступными всему так называемому свободному миру. Идея Трига, исследовательского реактора бассейнового типа, Теллером и была сформулирована. Реактор должен быть настолько безопасным, чтобы его можно было доверить даже студентам. И Трига стараниями General Atomic зашагал по планете. В разных модификациях было создано более 3 десятков таких реакторов, которые работали и работают в более чем 2 десятках стран, даже в наше время. Например, в городе Тегеране, куда его Штаты в свое время и поставили. Отвлекся. Просто хотел пояснить, чем знаменита в узких кругах компания General Atomic, в которой трудился Джон Гиллеланд. Но при всей его погруженности в термоядерные исследования Гиллеланд больше всего работал над проблемами переработки облученного ядерного топлива, что, в общем-то, не могло не привести его к тематике реакторов на быстрых нейтронах.
Пожалуй, пару слов и об этом. Просто напомнить хотя бы коротко. Традиционно вспоминаем, откуда взялась терминология, используемая атомщиками и с их легкой руки многими журналистами. Для физиков температура и скорость элементарных частиц практически одно и то же. Не погружаясь в дебри квантовой физики, на примере броуновского движения в газе. Молекулы в нем движутся хаотично и с разными скоростями. При нагреве они начинают двигаться быстрее. Вот и для физиков есть тепловые нейтроны, не прижилось слово «медленные», и есть нейтроны быстрые. Невероятно, но они движутся быстрее, чем медленные. Но нейтроны – это уже физика. Тут как бы корректнее говорить не о скорости, а об энергии. У быстрого нейтрона ее больше, чем у нейтрона, движущегося с тепловой скоростью. А получился некий микс. Быстрые нейтроны и нейтроны тепловые. Привычная школьная формулировка про свободный нейтрон, который, попадая в ядро урана, разваливает его на куски, при этом образуется уже два свободных нейтрона. Припоминаете? Так вот, второе поколение нейтронов вольно иметь любую скорость, то есть быть как тепловыми, так и быстрыми. Для атомной энергетики медленные нейтроны пока еще представляют большую ценность. Атомщики стараются замедлить их все, поскольку именно тепловые нейтроны в реальности и делят те самые ядра урана. Но не все подряд, а только ядра изотопа уран-235, поскольку только уран-235 способен к цепной реакции деления, к той самой школьной формуле 1 нейтрон, 2 нейтрона, 4 нейтрона и так далее. Но этого изотопа уран-235 в природном уране ничтожное количество, всего 0,71%. Все остальные проценты за основным изотопом, за ураном-238. А вот его ядра под ударами свободных нейтронов вообще не делятся, брезгуют. В атомной физике есть железное правило. Делятся только изотопы с нечетными номерами. То есть те, у которых общее количество протонов и нейтронов в ядре нечетное. Уран-235 нечетный, уран-238 четный, плутоний-239 нечетный, плутоний-240 четный. И правило чет-нечет позволяет предсказать их поведение под воздействием потока свободных нейтронов без котов Шрёдингера и диаграмм Фейнмана. Мелочь, а приятно. Ядро уран-238, пусть не очень часто, но способно поглотить, принять внутрь себя свободный нейтрон. Но только если это быстрый, энергичный нейтрон. Скушал и скушал. Но уменьшение количества свободных нейтронов способно свести на нет школьное правило 1, 2, 4. Поэтому и стараются замедлить все нейтроны, какие только образуются в активной зоне. Или, как говорят атомщики, снизить их скорость до тепловой. Водоводяные реакторы и реакторы с кипящей водой – два наиболее распространенных типа реакторов. Третьим по популярности одно время были уран-графитовые. И все они для атомщиков тепловые. Нет, не тепленькие на ощупь, а работающие на тепловых нейтронах. А вот те нейтроны, которые не удалось замедлить, имеют шансы на превратить уран-238 в плутоний-239, а заодно и в плутоний-240, и даже в плутоний-241. Этот микс из трех изотопов плутония образуется в любом реакторе. И от этой физической особенности урана-238 и свободных нейтронов МАГАТЭ, который отвечает за нераспространение ядерного оружия, совершенно не в восторге, поскольку плутоний-239 часто называют иначе – оружейным плутонием, то есть материалом для изготовления и атомного, и термоядерного оружия. Да и хранение такого плутония – та еще проблема, поскольку он сохраняет альфа-радиоактивность на протяжении 24 тысяч лет. Но плутоний-239 нечетный, то есть в потоке нейтронов он способен на цепное деление. И лучше всего плутоний-239 делится именно быстрыми нейтронами. При этом более 95% осколков его деления имеют в сотни и даже в тысячи раз меньше период полураспада. 2 в 1. И накопление делящегося материала снижается, и хранение становится инженерной задачей. Вот по этим причинам появление Джона Гиллеланда в таком направлении, как реакторы на быстрых нейтронах, было совершенно логичным, а не каким-то внезапным порывом. И что особенно важно, ему было на что опираться. Научная и конструкторская школа быстрых реакторов в США начала складываться раньше, чем в СССР. Первый исследовательский реактор на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем в США ЭБР-1 был создан и начал работу в 1951 году. А у нас в СССР первым стал реактор БР-5, и был он создан в 1959 году.
Я вам больше скажу. В Штатах на полном серьезе называют этот реактор ЭБР-1 первой атомной электростанцией. Тут бы, конечно, голосом Задорнова, но давайте просто факты. Мощность реактора ЭБР-1 по электроэнергии составляла невероятные 200 киловатт. И присобаченная к нему турбина сумела одномоментно обеспечить электроэнергией целых 4 100-ваттных лампочки накаливания. Это мощнейшая генерация, вне всякого сомнения, куда более грандиозный результат, нежели первая атомная электростанция в Обнинске в 5 мегаватт электрической мощности, работавшая в составе единой энергосистемы Советского Союза. Нравится американцам все непременно быть первыми везде и всюду, даже если для доказательства этого требуется сова и глобус. Но если без иронии, то нужно признать, исследовательская школа по быстрым натриевым реакторам в Штатах развивалась последовательно и поэтапно. ЭБР-1 вышел на минимальный контролируемый уровень в декабре 1951 года. Окончательно был остановлен в 1964 году. Как раз тогда, когда состоялся спуск реактора ЭБР-2, у которого электрическая мощность была уже 20 мегаватт, и который, в свою очередь, работал до 1994 года. А в 1978 году началась работа на третьем уже по счету исследовательском быстром натриевом реакторе с аббревиатурой FFTF. И вот он был уже вполне серьезным – 400 мегаватт электрической мощности. Однако его остановили в 1993 году не из-за конструкторских или научных проблем, а в связи с тем, что господа политики решили прекратить государственное финансирование. Но за эти 40 лет научная, конструкторская, инженерная школа вполне успела сложиться. И Джон Гиллеланд – ее часть, если можно так выразиться. Но к имевшемуся у него опыту физика-ядерщика он добавил еще одно направление. В годы работы главным научным сотрудником в компании Бетчел, помимо ядерных программ, он курировал ряд проектов в области возобновляемой энергетики, включая очень крупные солнечные электростанции с центральными приемниками и фотоэлектрические системы, крупные коммерческие геотермальные электростанции, коммерческие и демонстрационные проекты по использованию биомассы, ветроэнергетики, передовые гибридные дизель-солнечные батареи и несколько других исследовательских систем. Проекты по хранению энергии включали сверхпроводящие, аккумуляторные, гидронасосные, инерционные и пневматические системы. Проекты по распределенной энергетике включали коммерческие установки на топливных элементах, микротурбины и небольшие коммерческие и бытовые солнечные батареи. Какое отношение имеют ВИЭ и аккумуляторные системы к быстрым реакторам? Казалось бы, что никакого. Но проект «Натриевый реактор» доказал. Оказалось, что казалось. И вот тут передо мной выросла дилемма, которой я поделюсь. С одной стороны, хотелось подробнее рассказать о действительно необычном проекте компании TerraPower. Но есть и совсем другая сторона вопроса. Сейчас попробую объяснить. Первый исследовательский быстрый натриевый ЭБР-1 – Experimental Breeder Reactor, то есть реактор-размножитель, если дословно. Грубо загружаем 1 килограмм делящегося вещества, по окончании топливной сессии из условной топки извлекаем 2 килограмма делящегося вещества, то есть при помощи 1 килограмма урана-235, а другого вещества, которое обеспечивает контролируемую цепную реакцию деления ядер на нашу с вами планету, просто нет. Нарабатываем из не делящегося урана-238 замечательно во всех отношениях плутоний-239. Год на дворе, когда этот реактор начал работать, повторяю, 1951. Всего 6 лет спустя после окончания Второй мировой. И место, где был сооружен этот реактор, тоже занимательно. Штат Айдахо. Площадка будущей на тот момент национальной лаборатории Айдахо. Разработчики проекта – сотрудники Аргонской национальной лаборатории штата Иллинойс. Все еще непонятно, на что намекаю? Аргонская лаборатория выросла из металлургической лаборатории Чикагского университета, на стадионе которой группа под руководством Энрико Ферми в 1942 году построила первый в истории атомный реактор и впервые произвела контролируемую цепную реакцию деления – знаменитая Чикагская поленница, едва ли не самой важной составляющей Манхэттенского проекта по состоянию на тот самый 1942 год. И где-то так на 90% я уверен, что знания о Манхэттенском проекте у многих из нас сводятся к названию и к двум датам. Начало работы первого в истории ядерного реактора и даты атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.
А Манхэттенский проект был невероятно масштабен. По нынешним ценам он обошелся Штатам в 200 миллиардов долларов. И вот это название «Национальная лаборатория» – американский вариант наших Челябинск-40, Свердловск-40, Арзамас-16, Красноярск-25 и прочих. Подход к этим безликим названиям по обе стороны океана ничем не отличался. Уединенные территории, отселенные местные жители, строительство силами армии и прочие высокие заборы. На этой схеме то, что осталось на день сегодняшний. 17 национальных лабораторий, финансируемых Министерством энергетики. А в 40-е годы прошлого века таких точек на карте США погуще было. Разумеется, на этой схеме не обозначены национальные лаборатории, финансируемые Министерством войны. А они тоже есть, никуда особо не делись. Организационно в наше время атомный проект США и России выглядит совершенно по-разному. У нас и научная, и военная, и гражданская составляющая сосредоточена в руках Росатома, государственной корпорации, которая, минуя правительство, напрямую подчинена президенту. В Штатах 2 министерства, более весомое значение университетской науки, большая роль у частных компаний, как бы и не связанных с государством. А начало и у них, и у нас было одинаковым. В обоих случаях атомная энергетика шагала в солдатских шинелях, хотя на головах многих вовлеченных красовались академические шапочки. Мне кажется, что вот эта параллель, одновременное выполнение сугубо военных задач наряду с решениями задач научных и технических, почти одновременный рывок в направлении использования атомной энергии в гражданских отраслях заслуживает внимания. Но при этом мы хорошо знаем, что было в этих двух изначальных матрицах и некое отличие, которое на рубеже веков привело к тому, что атомная энергетическая отрасль в США остановилась едва ли не полностью. После 30-летней атомной паузы ей еще только предстоит выкарабкиваться из проблем. А атомная индустрия нашей с вами, России, внезапно оказалась куда как более живучей и куда как более бодрой. Хотя ведь это у нас, а не у них, прошли лихие 90-е, которые по степени своей разрушительности, на мой личный взгляд, превзошли беды и тяготы Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн вместе взятых. Повторю, это всего лишь моя личная оценка. Но ни в одном из этих катаклизмов Россия не теряла сотни миллионов своих граждан и миллионы квадратных километров своей территории. Но это уже то, что касается геополитики, в которой я, мягко бы сказано, не сильно разбираюсь. А вот попробовать разобрать биографии атомной отрасли СССР, России и США можно и попробовать, чтобы понять, в чем у них имеется сходство, а в чем коренные отличия. Тогда и внезапное появление вполне реального проекта быстрого натриевого реактора в исполнении компании TerraPower получит свое естественное объяснение. Это происходит не с бухты-барахты, внезапно и вдруг. Компания опирается на научную, конструкторскую и технологическую школу этой страны. Потому и шансы на возрождение в этот раз, на мой взгляд, далеко не призрачные. В качестве анонса начнем мы с биографии человека, которого звали Уолтер Зинн, и с того, что знаменитая чикагская поленница, на которой впервые была осуществлена контролируемая цепная реакция деления ядер урана, была первой, но не единственной. Работали в той стране еще и чикагские поленницы с порядковыми номерами 2 и 3. И самое занимательное, что они сослужили службу не только Манхэттенскому проекту, но и атомной энергетике мирной, созидательной.